Привет, друзья! Видео не про коптеры. Просто хочу свой полетный контроллер на STM-32. И чтобы процессор считал синусы и не ждал, пока сгенерировался старт на шине A2C или прочитаются байты с углами. И тут сразу хорошие новости. Программирование шины A2C на STM-32 через прерывание и без убогих функций библиотеки HAL все-таки возможно. В первом видео на STM-8 я работу с прерываниями уже демонстрировал. Однако там речи не шло о параллельной работе сразу двух I2C каналов. Живых примеров в интернете я не нашел, поэтому слепил свою реализацию. Хорошую или плохую, судите сами. В этом видео я хочу показать, как заставить работать одновременно гироскоп, OLED-экран и USART интерфейс. В отладчике видно, как гоняются команды по кольцевым буферам. Их тут два, столько же, сколько и каналов. Можно заметить читаемые названия команд. Есть два независимых обработчика прерываний для первого канала и для второго, а точнее 4, потому что я обрабатываю ошибки, когда, например, гироскоп перестает отдавать байты, что редко происходит, но метко. Картина на логическом анализаторе представляется следующая. 10 раз в секунду вызываем отрисовку, а 500 раз в секунду гироскоп генерирует прерывание по готовности посчитанных углов и ускорений, которое инициирует прием этих данных по I2C. Вот они, два старта на разных шинах, собственно, запись чтения байтов. Вот видно, как вызываются прерывания. Вот передача адреса гироскопа с записью, потом адрес регистра гироскопа с посчитанными координатами. Следом повторный старт, адрес с чтением, и гироскоп гонит нам 14 байт с углами и ускорениями. После в USART, который видится компом как компорт, загоняем наши углы. В общем, как по мне, так довольно круто. В прекрасной программе Serial Plot можно посмотреть наши графики вживую, покрутить гироскопом, посмотреть, как они меняются. Кстати, фильтры Калмана нахер не нужны, так как у гироскопа есть свой Digital Low Pass фильтр, но об этом позже. Зачем все это нужно? Для того, чтобы в цикле основной программы делать что-то полезное, а данные принимались бы в обработчиках прерываний. В моем цикле сейчас полезного ничего нет, просто вывод значений углов с гироскопа. Однако сами углы считываются с I2C в обработчиках прерываний. Процессор не тормозится при этом на циклах while при чтении с I2C. Подробнее. В STM32 CubeMX я имею дело с контроллером STM32F103C8T6, который мы тактируем на 64 МГц. В конфигураторе пинов входы, выходы наших I2C каналов указаны. Вход с обработкой прерывания для нашего гироскопа, системные выводы для программатора и отладчика, RX-TX USART модуля и выходы, которые для отладки ставятся в единицу, когда пришли в прерывание, и 0, когда вышли. На анализаторе я также могу понимать, когда вызываются прерывания, там видно эти пики, и как это коррелирует с сигналами на I2C. Чтобы не жать RC для перепрошивки,
тут надо ставить вот так. Для обоих каналов I2C включаем прерывание для событий и ошибок. У SART у нас тоже на прерывание. Все по-взрослому, без трусов. В настройках приоритетов в контроллере прерываний я зачем-то менял приоритеты прерываний I2C. Но раз все работает, то пусть будет как есть. Тут я убрал стандартные обработчики прерывания I2C. Стандартные колбеки. Они, как я понял, нужны были для функции HAL, которая для прерываний, которую я считаю тупейшей. В настройках Project Manager ничего не менял, кажется. Про прерывание от гироскопа. Оно внешнее, для него задан обработчик. Вот он в коде. Цепочка вызовов. Переходим в функцию чтения данных с гироскопа, которая пихает в очередь команду чтения, начиная с указанной ячейки 14 байт. А когда прочитает, она должна вызвать callback функцию, в которой переставит байты из Little Endian представления в Big Endian и затем инициирует отправку в компорт, который, как и все здесь, начнет с использованием прерываний слать 3 знаковых числа типа int16 с нашими углами прямиком в порт, а в конце вырубит трансмиттер. Так-то. Основа всей концепции — это очередь, в которую в основном потоке программы заталкиваются элементы, а в обработчике прерываний освобождаются. Каждый элемент имеет ссылку на следующий. Последний элемент ссылается на самый первый. Наличие очереди обусловлено необходимостью знать, какая операция выполняется и какие флаги и регистры менять. Например, для старта с адресом генерируется старт, потом шлется адрес. Для чтения байта читаем регистр данных, выкидываем текущую команду, выполняем следующую. Отлаживать такую схему проще, чем функции HAL. Не согласны? Напишите в комментариях. Циклический буфер, то есть очередь, это вот такая структура. Тут у нас байт команды, байт данных и указатель на следующий элемент. Байт команды меняется в процессе работы. Отмеченный 7 бит — это элемент свободный, 6 бит — элемент в обработке. В очередь суются примитивные команды I2C, типа сгенерировать старт и отправить адрес, сгенерировать стоп, прочие команды. Например, операции над последним прочитанным байтом, которые позволяют включать и выключать биты в регистрах различных устройств по принципу чтения, модификация, запись. Генерация задержки, это нужно для гироскопа. Работа построена так, чтобы поместить элемент в очередь, запустить в обработку, дождаться прерывания и выкинуть из очереди. Расписывать все команды долго, исходники в описании. Можете посмотреть сами. Однако есть моменты, требующие внимания. Например, если не запрещать события, то прерывание может вызваться, когда присвоили байт команды, но еще не присвоили данные. Ошибка будет, например, такая: старт с неизвестным адресом, который был взят из неприсвоенного байта. Поэтому события I2C нужно отключать на время присваиваний. Еще пример. Гироскоп раз в 5 минут может перестать отдавать байты
и зачем-то генерирует старт. То ли провода длинные, то ли еще сбой какой-то. В таком случае вызывается прерывание ошибки с флагом B-Error, который в даташите описан. В коде обработчика я вижу, что именно при чтении в буфер произошел косяк, и прерываю это чтение, а команду выкидываю из очереди. В отладчике вот он B-Error в регистре I2C. Смотрим адрес элемента. Вообще отладчик у Кейла сотворили просто боги. Находим элемент, смотрим, на какой команде споткнулись. На чтении буфера, как мы видим. Это я к тому, что без пошагового отладчика и логического анализатора про шину I2C прерывания просто забудьте. Последний из приколов. И пойдем дальше. Вот точка останова, стоит в main. Смотрим, что на шинах. И видим, что гироскоп придавил SDA. И уже не отпустит. Только выключить и включить. Гироскоп 6050. Это просто чудо. В датасите написано, как включить прерывание по готовности данных. И еще много чего. Те из вас, кто знает, что такое фильтр Калмана, должны помнить, где они с ним сталкивались. Так вот, я скажу, что у гироскопа есть свой Digital Low Pass фильтр, который делает фильтр Калмана ненужным. Внутри 6050 есть процессор, который за вас уберет шумы, с которым борются новички в тупых статьях в интернете. Все, что нужно, чтобы этот фильтр включить, это записать 1 байт в один регистр. Вот моя инициализация гироскопа, в которой мы убираем бит сна в нужном регистре, тем самым включая гироскоп. Ждем 100 миллисекунд, а дальше те самые фильтры. Я позже покажу график с выключенным фильтром и график с включенным Digital Low Pass фильтром гироскопа. И вы сравните. Вот так включается прерывание по готовности. 500 раз в секунду. Вот команды I2C для чтения записи в регистры. Старт и адрес с записью. Байт с регистром. Повторный старт с чтением. Принять байт и сделать стоп. Потом применить маску к прочитанному байту, применить операцию или и записать обратно измененный байт. Вот тесты с встроенным фильтром гироскопа. Выключаем. Перекомпилируем, заливаем. Фильтр выключенный. Прошу обратить внимание на шумы. В общем, без комментариев. Друзья, пора закругляться и делать выводы. Тема про прерывание, конечно, интересная, но довольно муторная. Например, я так и не понял причину возникновения пилы, от частого вызова прерываний при отправке байтов. В даташите к STM32 написано, что прерывание вызовется, когда регистр отправки пуст. Однако прерывания шлются как безумные. А он этот байт еще не передал. Вообще ни хрена не понятно. В коде, в команде TX в своей очереди, я эти прерывания с выключенными флагами игнорирую, ожидая прерывания с включенными флагами. В любом случае, всем спасибо, кто до сюда досмотрел. Надеюсь, видео было полезным.
пишите комменты, ставьте лайки. Всем спасибо, пока.